Всем привет, с вами Сергей Вспышка. Ну, мы уже все поняли. Поняли, что Вафентраггера убирают, а гриль к нам приходит, и здесь буквально звучит реклама Кока-Колы в голове после слова «приходит». Но в этой истории есть еще один герой. Это старикан, точнее французский барабанный ПТ-САУ 10 уровня Foch 155. В чем же с ним дело? А в том, что когда вводили Вафентраггера в игру, многие могут этого даже и не знать, и не помнить, то параллельно с ним была сделана такая красивая, на мой взгляд, маркетинговая история. Барабанный на тот момент Foch был изрядно понерфлен. Ему в тот момент с легкой руки тогдашнего баланса, не путать с балансом 2.0 и теми людьми, которые занимаются этим, в конце концов, 3 года прошло. Итак, что с ним сделали? Ему, во-первых, отрезали 100 урона. Была у него альфа 850 за каждый выстрел, и было у него 3 снаряда в барабане с той же точностью и временем сведения. Осталось 750. При этом, по идее, вот я не просто так завел разговор о точности сведения. Когда становится меньше альфа, вроде как логично улучшить этот параметр, но нет. Также боевому французу отрезали от, на тот момент, 1200 лошадиных сил, отрезали целых 200. Это, конечно, поумерило его прыть на всяких разных грунтах и не очень весело. То есть у нас минус альфа и минус мощность. Далее ему сделали пластику башенок, истончив их, для более удобной стрельбы по нашему герою. И по факту, у нас был нормальный танк. Эдакий штурмовой ПТ-САУ. А напоминаю, история происходит 3 года назад, когда не было столько сербо-голды, и в принципе голдой стреляли редко, он реально держал удар. При этом эта штурмовая ПТ-САУ, она не могу сказать, что была мега точной, типа как вафля. Она попадала из 3 снарядов, 2. 2 снаряда. 3 из 3 это прям праздник или какой-нибудь выстрел в упор. Вот это да, там 3 из 3 может, да и то один снаряд может просто пойти гулять. Но пришла вафля, и она была вообще мега точной и мега крутой на фоне всего, что произошло с Фошем, да и то, что было с Фошем. Занерфленный Foch выглядел на ее фоне обветренным куском такой ливерной колбасы, который даже брать неприятно, не то что есть. Да я вам даже больше скажу, даже Foch обыкновенный, не занерфленный, он и то выглядел ужасно просто на фоне Вафентраггера. Но прошло 3 года. Вафля пока-пока, и единственный барабанный ПТ-САУ на 10 уровне остается Foch. Отсюда у меня возникает вопрос. Уважаемые разработчики, которые заняты балансом 2.0, и я надеюсь, вы в этом балансе 2.0 предусматриваете то, что называется уникальный геймплей там на уровне, ветки и так далее. У меня вопрос. У нас в игру вернется более комфортный Foch 155? Двигло и альфа там 850 и 1200, да, там, соответственно, альфа 850 и двигло 1200. Ему вообще не помешает. Да и башенку заштопать там тоже нужно. Надо понимать, что у нас огромное КД, 5 секунд, и это вряд ли изменят между выстрелами. И надо также понимать, что в засвете, если мы хотим отстрелить весь барабан, нам не 10 секунд теоретических требуется, а на практике, секунд 14, так как еще и горизонтальный угол у этой ПТшки не сильно большой, и приходится нормально так выкатываться. А 14 секунд в засвете, это значит, что мы в современном рандоме, да где-то секунде на 7 мы уже сдохнем. Не то что до 14 дожить, это ж мама дорогая. К 7 секунде вторая партия СТшек уже будет заряжена и уже будет лететь ваш смертельный выстрел, а вы один выстрел, допустим, промазали, а второй попали. И ой, как интересно поиграли на Фаше, зачем качал, вообще непонятно. На мой взгляд, этот танк в нормальной итерации не повредит рандому, как ему повредил Вафентраггер, из которого, в общем-то, и был нерв. А теперь супер барабана нет, и вернуть в строй адекватных машин Фоша, мне кажется, в некотором смысле даже делать чести тем игрокам, которые этого Фоша тогда выкачивали.
Типа сейчас плачут, вот мы Вафентрагера. А с Фашом-то что? Это тоже танк, тоже в этой игре. World of Tanks. Помимо рандома, этот танк, на мой взгляд, может неплохо поконкурировать, ну, в нормальной своей итерации, в командных боях и на глобалке. Так как скорость у этой машины есть, перебрасывать его с фланга на фланг, ну, вполне себе приятно. Это может разнообразить геймплей с четким командованием в бою. Уже и упомянутые киберкотлеты в командных боях, в свою очередь, будут иметь альтернативно рискованный вариант с домашним барабаном. Ну, плюс вот это долгое КД, которое, ну, просто пропадет в патче 9.15. При этом зрителям, ну, нужно барабанное зрелище. Им интересно. Расстрел какого-нибудь зазевавшегося Нирью или Инспира будет восприниматься за скилл выждать нужный момент. Ну, со всем уважением к Нирью и Инспир, может случиться теоретически такая ситуация, что вот взял, поставил на каток и расстреливает. Именно так, во всяком случае, воспринимались Вафентрагеры, которые не отпускали с катка какой-либо танк, неаккуратно выкатившийся. А ведь некоторые команды реально делали на барабаны ставку, и эта ставка играла свою роль. Вот мне хочется, чтобы не пропали барабаны из командного боя. Ну и чтобы там присутствовали ПТшки тоже. Есть определенные фанаты ПТ, которые всегда рады в командных боях видеть ПТ. Просто потому, что это ПТ. Просто потому, что раньше его не брали. Конечно, в рандоме современной с тоннами сербоголды, которая летит даже в ЛТшек от топовых СТ, Фошу не найти те моменты танкования. Но, быть может, баланс что-нибудь изменит. Одновременно с этим хотелось бы и изменений не только балансного веса Фаша и переработки брони, но и его альфы и двигла. Вафли нет. Верните нам Фаша. На этом у меня все. Спасибо. Если вы согласны с этим замечанием, ставьте лайк под видео и комментируйте. Если нет, ставьте лайк под видео и комментируйте, почему нет. На этом все. Пока-пока.